Всем салют, вот и подошел к концу сезон континентальной хоккейной лиги. Да, уже прошла неделька, но мне понадобилось несколько дней, чтобы осознать вообще все, что произошло. Ну, мне взяло где-то 48 часов осознать вообще, что происходит. Потому что я не мог в это поверить. Хотелось понять, в чем секрет Металлурга. В сегодняшнем видео мы как раз это и обсудим. О причинах успеха магнитогорцев, кто ковал этот стальной характер. За счет каких игроков или каких факторов Андрею Разину получилось добиться такого сногсшибательного успеха с командой. Присаживайтесь поудобнее, это будет очень интересно, мы начинаем. Но перед этим маленькое объявление. У нас есть свой телеграм-канал, где мы на ежедневной основе публикуем оперативные заметки, новости и многое другое. Обязательно переходите по ссылке в описании и подписывайтесь. Также прошу подписаться и на YouTube канал и поставить лайк, чтобы я продолжал делать контент дальше. Спасибо. Предлагаю для начала вспомнить, как закончился прошлый сезон, какие были, так сказать, исходные данные. Магнитогорцы долгое время лидировали в конференции, прошли первый раунд, оступились во втором. Главный тренер Илья Воробьев постоянно вспоминал, что несколько матчей завершились овертаймами, так что назвать сезон кошмарным ни в коем случае нельзя. Хотя многие СМИ именно так выражались. Пусть и проиграли с унизительным счетом в серии Авангарду 0-4. Были чемпионаты и хуже. При этом ошибки главный тренер признал. Он согласился с тем, что слишком рано собрал команду. Хоккеисты не успели отдохнуть и подзарядиться. А единственная претензия, которую по-настоящему можно предъявить Воробьеву, так это пренебрежение молодыми хоккеистами. Молодым ребятам Воробьев не давал и малейшего шанса, хотя сам признавал, что у так называемых старичков нет огня в глазах. Конечно, руководство Магнитки поступило довольно резко, уволив Воробьева, но и их можно понять. В Металлурге пора было что-то менять, затеять, так сказать, небольшую перестройку и поменять курс развития, чем и занялся новый главный тренер. Вот какие вводные были перед сезоном. В Магнитогорске едет новый главный тренер Андрей Разин, который за 5 лет в Северстале зарекомендовал себя с лучшей стороны. И даже не с точки зрения спортивного результата, он научился справляться с ограниченным бюджетом и выжимать из каждого хоккеиста максимум. Именно это и требовалось Магнитке. Вот какое сообщение было получено еще перед стартом сезона. Бюджет Металлурга будет сокращен, на зарплату будет выделено менее 700 миллионов рублей, но это не потому, что у владельца закончились деньги. Различные обстоятельства заставляют пойти на сокращение. Например, в городе завершается строительство нескольких объектов, но на это, как вы понимаете, тоже нужны деньги. А раз так, то есть хорошая возможность по-настоящему проверить молодежь. Будущий сезон будет переходным для Металлурга. Именно такие получались комментарии в СМИ. Все ожидали обычного, переходного сезона, когда Разин посмотрит на молодежь, как-то окрепнет, возможно, привыкнет к Магнитке, а в следующем сезоне уже можно будет говорить о кубке. На самом деле клуб поступил очень классно, когда сознательно не попрощался ни с одним из хоккеистов, даже с теми, у кого заканчивались контракты, не проводил обменов или каких-то сделок. Они сразу сказали, что все будет обсуждаться с тренером, и только сам Разин решит, с кем продолжать работу. Надежда была на молодежь. Руководство именно для этого пригласили Андрея Владимировича раскрыть весь потенциал Юрова, Гребенкина, Канцерова, Набокова, возможно потянуть ребят из ВХЛ. Это не зазорно. Какие изменения в составе совершились уже при Разине? Ушли Паскуале, который запросил там просто конские деньги. Голдобин, Майли, Коростелев. Пришел Дижан, который также и ушел благополучно через пару месяцев. Семен Кошелев также ушел. Так, окей, ушли такие лидеры команды, а кто же тогда появился в клубе? Это авоська игроков из Череповца, которые отлично сработали с Разиным. За время работы в Череповце это Хабаров, Пресс, Вовченко, Гераськин, Петунин. Получается полноценное звено. Плюс из ВХЛ потянули, например, Дмитрия Силантьева, из АХЛ приехал американец Джонсон, совсем с непрезентабельной статистикой. Любой бы тренер после таких трансферов поплыл, но только не Андрей Владимирович. Во-первых, он был готов к этому, я думаю, обсуждалось это еще при подписании контракта. А во-вторых, он, мне кажется, любит такие сложности и принял с честью этот вызов. Что могли ждать болельщики после таких перестановок? Те, кто не знает Андрея Владимировича, конечно же, провала. Болтание в середине таблицы и не более. Кто
кто был знаком с Разином, они ждали, конечно же, большего, чем середина Восточной конференции, но поверить в победу в Кубке Гагарина могли и единицы. Как проходил сезон? Сезон с самого начала складывался достаточно ровно. Да, Разин все равно ловил уйму критики и за свой открытый хоккей, а особенно за то, что привез такой багаж из Череповца в лице 5 игроков. Окей, слишком открытая игра, окей, немного резкие высказывания, но за то, что привез игроков, с которыми ему было комфортно работать, я вот этих претензий просто никогда не пойму. В итоге болельщики его быстро полюбили, быстро врубились, так сказать, в то, что он хочет сделать. Главное за то, что его хвалили, это доверие к молодым и неопытным пацанам. Юров, Канцеров, Набоков, Гребенкин, Силантьев. Все не закрепились в основе и вышли на лидирующие позиции именно при Разине. По результатам сезона Магнитка выиграла Восточную конференцию, довольно уверенно прошла первые 2 раунда, где в 6-матчевом противостоянии одолела сначала Хабаровский Амур, а затем Московский Спартак. Самая трудная серия на 100% была с Автомобилистом, где Металлург по полной проверили на прочность и окончательно закалили их довольно стальной характер. Вследствие чего Магнитке не составило труда расправиться с Локомотивом. Вроде уже все, Металлург показал, что они настоящие лидеры всей лиги, но и после этого многие аналитики, букмекеры, да и просто болельщики предрекали победу в Кубке именно ярославцам. Какие же ключевые факторы успеха Металлурга, за счет чего им удалось в первом сезоне после солидной, такой достаточно заметной летней перестройки взять Кубок Гагарина? И после сокращения бюджета еще к тому же. Это, конечно, игроки, особенно молодежный Андрей Владимирович Разин. Его вера в молодежь и ставка на проверенных и знакомых игроков из Северстали сделала свое дело. Вместо понтов с дорогостоящими контрактами для игроков, которые переживают уже вторую пенсию типа Радулова, Шипачева, Сталевары закупились теми, кого просил новый главный, и взялись за развитие молодежи. Мы о них уже выше говорили, это Канцеров, Юров, Силантьев, Набоков. Они как раз тому доказательство. Металлург сезона 23-24 стал самой молодой командой, выигравшей Кубок Гагарина. Средний возраст команды в плей-офф составляет 26 лет 34 дня. Большое спасибо Металлургу за этот яркий сезон, энергичный хоккей, кажется, куда дальше. Кубок-то уже взяли, но нужно искать новые зоны для развития, ставить цели и становиться настоящей доминантной в КХЛ. На этом наш видеоролик подходит к концу. Спасибо вам за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал в Телеграме. Там каждый день выходят очень интересные записи, новости из мира хоккея. Также прошу подписаться на YouTube канал и поставить лайк на это видео, чтобы мы могли продолжать снимать контент дальше. Без вашей поддержки вообще никак не обойтись. Всем больше хоккея. Но это их выбор, и я не могу на них их осуждать. Ну хотя осуждаю.